Здравствуйте, друзья! С вами Эксперт Пресс. Хочу отметить тот факт, что данным видео я возобновляю поддержку своего канала на YouTube, поэтому призываю вас подписываться, ставить лайки, включать колокольчик. Новые видео уже записаны и монтируются, и я постараюсь радовать вас новыми видеоуроками хотя бы каждую неделю. Сегодня речь пойдет о выделении. Итак, выделение. Photoshop позволяет делать выделение по двум направлениям. Это выделение объектов и выделение по цвету. На этом уроке вы узнаете об инструментах, методах и приемах выделения. На конкретных примерах вы узнаете, как и что можно выделять в Photoshop. Итак, выделение объектов. Для выделения объектов Photoshop предоставляет довольно-таки большую палитру инструментов. Это так называемые инструменты лассо. Самый очевидный это инструмент прямоугольная область. Пользоваться им довольно просто. Вот, пожалуйста, можно выделить. Так, сяк. Если при выделении удерживать клавишу Shift, то фигура будет пропорциональный, то есть получится квадрат. У данного инструмента есть еще несколько настроек, которые находятся в меню «Стиль». Тот способ, который мы сейчас выделяли, это называется обычный способ. Ну, есть еще пара очень интересных. Это задать пропорции, где ширина и высота мы можем задавать относительные пропорции фигуры выделения. Видите, куда бы я мышку не перемещал, фигура будет со сторонами 3 к 2 выделяться. Но если 24 к 16 упростить, то останется 3 к 2. И еще один способ выделения – это заданный размер, когда область выделения будет соответствовать количеству пикселей. Здесь даже не надо выделять, а просто достаточно щелкнуть мышкой, и необходимый прямоугольник появится. Выделение можно спокойно перемещать, зажав левую кнопку мышки, и вот оно так спокойно перемещается. Если зажать и удерживать клавишу Ctrl-Alt, то выделенный фрагмент скопируется на том же слое, его можно перемещать в понравившуюся нам область. И это можно будет делать до тех пор, пока мы не отменим выделение. Как только выделение будет отменено, клавиша Ctrl-D, объект склеится. Если нажать Del, то выделение просто исчезнет. Выделение также можно изменить, если у нас не получилось с первого раза точно выделить. Но давайте посмотрим на овальную область. Овальная область также обладает такими же настройками, как и прямоугольная. Попробуем выделить вот этот фрагмент. Тут, удерживая Shift, получим круглое выделение по кругу. Видите, да, тут есть такая особенность, происходит смещение от точки начала, поэтому попасть точно в круг никогда не получится. И здесь как раз нам приходит на помощь контекстное меню трансформировать выделенную область. Чтобы фигура пропорционально увеличилась, надо тянуть за уголки при нажатом шифте. Если просто двигать без нажатого шифта, то так, когда мы трансформацию выделения закончили, просто нажимаем Enter. Вот, опять же, можно чуть-чуть поправить, перемещая мышкой выделенную область, либо также можно двигать стрелочками, нажимая курсоры. Сдвиг происходит на 1 пиксель. Выделенный объект можно скопировать на отдельный слой. Для этого есть несколько методов и приемов. Например, через буфер обмена. Нажимаем Ctrl-Copy, Ctrl-C. Изображение переместилось в буфер обмена, и чтобы ставить в то же место, где объект располагался ранее, вставить в место. Shift-Ctrl-V. Вот, объект переместился на новый слой и, соответственно, в то же самое место. Есть и другой способ, чуть побыстрее, попроще, через горячие клавиши.
горячая клавиша Ctrl-G. На этой кнопке еще находится русская буква О. Как мы видим, результат тот же самый, но достигнут он гораздо более быстрым способом. Ctrl-G. Есть еще несколько экзотических инструментов. Инструмент горизонтальная строка и вертикальная строка. Ну, как видите, выделяется строка шириной в 1 пиксель. Вот если потребуется, то можно... Потребность в таком инструменте на практике никогда не возникала. Следующие инструменты лассо. Обычное лассо, прямоугольное лассо, магнитное лассо. Похожи они на прямоугольники, только область выделения она более произвольная. Ну, самое произвольное у обычного лассо. Оставим его напоследок. Начнем с прямолинейного лассо. Данный инструмент работает по ключевым точкам, которые нужно кликать левой кнопкой мышкой и вести к следующей ключевой точке. Соответственно, между ключевыми точками будет прямая линия. Вот, допустим, следующая ключевая точка, следующая ключевая точка, следующая ключевая точка. Чтобы инструмент замкнуть, необходимо привести его к начальной точке, либо из любого места нажать и удерживать клавишу Ctrl и нажать левую кнопку мышки. Тогда лассо соединится и контур замкнется. Достаточно непростой, интересный инструмент, очень удобен, когда объект имеет прямые грани, либо нам нужно выровнять объект по прямым граням, убрав лишнее. Инструмент магнитное лассо. На первый взгляд инструмент интересный, имеет ряд настроек. Работает он следующим образом. Выделяются объекты по цветовому контрасту, то есть объекты, имеющие разный цвет, магнитное лассо их разделяет. Работает, конечно, данный инструмент не идеально, тем более часто так бывает, что конкретный объект у нас находится, попадает, по крайней мере, местами на зоны, где цветовой контраст достаточно низкий. Я покажу, конечно, как он работает, но сразу отмечу, что на моей практике я этим инструментом редко пользовался, потому что его использование, в общем-то, не оправдано. Скажем, время, которое тратится на использование данного инструмента, гораздо выше получается, нежели пользоваться другими приемами инструмента. Инструмент имеет ряд настроек. Это настройка ширины, зоны, где инструмент рыскает, то есть ищет объекты, по которым он будет выделять. И уровень контраста, то есть уровень перепада этих цветовых зон. То есть его можно настроить как бы и на большие перепады, на высокие цветовые контрасты, так и на низкие цветовые контрасты. Вот, частота — это, видите, в процессе работы он ставит ключевые точки. Частота — это как часто он будет эти ключевые, через какие промежутки он будет эти ключевые точки ставить. Ключевые точки, их можно поставить самостоятельно, нажимая во время работы инструмента, кликая левой кнопкой мыши. Вот, оставим пока настройки по умолчанию, попробуем выделить данный объект. Опять же, надо достаточно ровно вести мышкой. Конечно, инструмент допускает некоторые срывы. Видите, да, он не сразу цепляется, а какое-то время ждет. Но, тем не менее, можете обратить внимание, что даже сейчас видно, да, что инструмент кое-какие места захватывает достаточно плохо. Данный пример достаточно простой в плане выделения. Здесь, на мой взгляд, высокий контраст цветовой. Тем не менее, видите, ошибки инструмента достаточно велики, и за ним приходится дорабатывать и спрашивается, зачем его вообще использовать, когда есть, может быть, более интересные методы. Ну и, собственно, лассо, наверное, один из самых востребованных инструментов. Особенность его в том, что он движется с движением вашей руки. И существует мнение, что выделить ровную линию инструментом лассо не получится.
Ну, да, я, можно сказать, стараюсь, но рука дергается, и ничего с этим не поделаешь. Здесь такая особенность, что даже удерживая клавишу Shift, не удается заставить инструмент двигаться ровно. Хотя на многих других инструментах клавиша Shift именно заставляет двигаться инструменты ровно. То есть либо горизонтально, либо в вертикальных плоскостях. Вот. А с инструментом лассо этого не происходит. Однако я вам сейчас покажу несложный пример, из которого видно, что инструмент может выделять прямые линии. Вот так вот. И с помощью него мы очень просто и быстро выделить рамку. Чтобы выделение прибавлялось, области выделения суммировались, нужно удерживать нажатой клавишу Shift. Чтобы удалить какой-то ненужный фрагмент, ну, допустим, мы захватили лишний фрагмент. Чтобы удалить лишний фрагмент, нужно нажимать клавишу Alt. Данный прием работает на всех инструментах выделения. Вот, мы выделили объект. У каждого инструмента выделения есть такой параметр, как растушевка. А растушевку можно также включить через меню выделение, модификация, растушевка. Горячая клавиша Shift F6. Нажимаем Shift F6. Появляется такое диалоговое окно, где мы можем задать радиус растушевки. Что такое растушевка? То есть границы нашего выделения на указанное количество пикселей становятся не жесткими, а мягкими. Они приобретают некий такой градиент, то есть от 100% выделения, от 100% жесткого выделения переходят в 0. Вот, и граница перехода, она будет равняться вот этим пикселям. Для наглядности зададим побольше. Видите, даже визуально граница выделения немножко изменилась. Скопируем выделение на новый слой, Ctrl-G. Чтобы было понятнее, включим подсветку фоновым цветом. Видите, да? Граница выделения постепенно плотность границы постепенно увеличивается. Данный прием бывает очень полезен в разных ситуациях. Например, можно продемонстрировать следующим образом. Растушевка выключена. К примеру, мы воспользуемся фильтром размытия по Гауссу. К примеру, нам надо размыть. Снимем выделение и посмотрим. Мы видим, что граница перехода между размытой и неразмытой частью достаточно жесткая и заметно глазу. И это бывает не совсем нам удобно. Тогда придется сглаживать, ретушировать там как-то или еще какими-то инструментами пользоваться. Теперь включим растушевку. Shift F6, горячая клавиша. Зададим поле 20 и применим тот же фильтр. Размытие по Гауссу. Видите, граница практически отсутствует. То есть граница очень мягкая, в результате чего мы ее практически не замечаем, как будто так и было задумано. А если у нас возникнет потребность размыть изображение не целиком, а, скажем, частично, то есть оставить, допустим, фокус в центре и размыть только по краям, как же это сделать? Есть несколько способов, несколько приемов. Я покажу один, может быть, самый такой простой и очевидный, через быструю маску. Есть еще несколько инструментов для выделения, которые находятся вот под этими пиктограммками, под этими иконками. Это инструмент волшебная палочка и более поздний инструмент быстрого выделения. Хоть они объединены, работают они по-разному. Что касается инструмента волшебная палочка быстрого выделения, идеология их работы в чем-то схожа, но, впрочем, есть и некоторые отличия. Давайте сначала посмотрим, как работает инструмент быстрого выделения.
У него есть три режима работы. Стандартный режим, выделение плюс, выделение минус. Ну, как я уже говорил, чтобы добиться плюса, выделения плюс, достаточно просто нажать и удерживать клавишу Shift во время выделения. Чтобы инструмент перешел в выделение минус, просто нажать Alt. Поэтому, по сути дела, эти варианты нам не нужны. В инструменте еще настраивается размер курсора, размер рабочей области инструмента. Его можно как здесь через размер выбрать, через меню, так и с помощью горячих клавиш. Горячие клавиши — это открывающиеся и закрывающие квадратные скобки. Открывающая квадратная скобка уменьшает размер инструмента, видите, там и цифра уменьшается, а закрывающая квадратная скобка, наоборот, увеличивает. Получили достаточно быстрое выделение по цветовому контрасту. В принципе, очень качественное. Ну, то есть во многих случаях инструмент неплохо работает. Особенно если цветовой контраст достаточно значимый. Видите, да, немножко захватил лишнего. Как сделать? Уменьшаем размер инструмента. Удерживаем нажатой клавишу Alt. И слегка. Ну, все равно еще надо чуть-чуть уменьшить инструмент. Так, а здесь наоборот чуть-чуть прибавим. Ну, то есть вот таким образом можно добиваться достаточно неплохого качества выделения с помощью, казалось бы, достаточно простого инструмента. Следующий инструмент — это инструмент волшебная палочка. Волшебная палочка выделяет по аналогичному цвету, то есть суть ее работы — выделить области с аналогичным совпадающим цветом. Два режима работы волшебной палочки: выделять смежные пиксели, то есть те пиксели, которые входят в зону непосредственного объекта, либо когда будут искаться и выделяться области по всему слою, который соответствует данному цвету. У инструмента есть несколько настроек. Это, во-первых, что считать вообще цветом, конкретную точку, либо усредненное их значение в каком-то сегменте. И, соответственно, чувствительность инструмента. То есть чувствительность в данном случае означает порог чувствительности. Что считать смежными пикселями? Чем выше эта цифра, тем к смежным пикселям приравнивается все более и более отдаленные цвета. Ну, средний показатель по умолчанию равен 32, в основном он рабочий. А если есть некая корреляция с процентами перепада по цвету, если, скажем так, процент перепада 1-2, то вполне достаточно поставить от 0 до 5 чувствительность инструмента. Если там перепад большой, то можно больше. Часто данный инструмент я использую в приеме, когда готовлю изображение под печать, и у меня возникает необходимость сделать коррекцию по Total Ink. У меня имеется изображение в CMYK, я готовлю под печать, и технические требования типографии накладывают ограничения по Total Ink 280, максимум там 290%. Я просматриваю Total Ink в темных местах. Как вы помните, в предыдущем уроке я настраивал наше информационное окно инфо. И вот у меня есть специальный индикатор, который отвечает за Total Ink. Вот я навожу курсор в темные места, и я вижу. Вот, и, к примеру, у меня тут попадается 315-314. Вот, мне нужно 90, то есть разница примерно 20. Чувствительность инструмента я сделаю порядка 20-25 в этом случае. Нахожу точку с максимальным Total Ink. Вот он у меня выделил объекты. Иногда попадают в зону выделения. Ну, то есть видно, да, что даже 253 попало, наверное, маловато. Уменьшим чувствительность, может быть, даже достаточно до 15. Снова ищем максимальную точку, ну или близкую к максимальной. Вот, и теперь корректирующий слой, выборочная коррекция цвета, черный,
И уменьшаем по компонентам. Желтый можно уменьшить чуть больше, чем циан и мажента. И компенсируем потерю цвета, немножко добавим в черный. Данная миниатюрка отвечает за то, что коррекция применяется только к текущему слою, если она включена. Вот это значит, что к текущему слою. Если отключить ее, то ко всем нижестоящим слоям. Данная пиктограммка отвечает за то, что корректирующий слой включен или выключен. Проверяем. Опять же смотрим сюда на информационное окно. И видно, да, в левой части то, что было, в правой части то, что стало. Ну и, соответственно, здесь то же самое, но только уже по сепарации. Да, результат нас вполне устраивает. Было 314, да, снизилось до 200 примерно 80. Отлично, то, что надо. Это вот пример использования инструмента волшебная палочка. Ну и, соответственно, кроме такого его использования, можно волшебную палочку также для выделения объектов по цвету использовать. Но для этого нужно включить режим по смежным пикселям. Вот тогда вот таким образом получается. Если чувствительность увеличить, то эти серые области он тоже будет захватывать. Допустим, 32. Логика работы инструмента волшебная палочка совпадает с логикой работы всех инструментов выделения. Опять же, при нажатом шифте мы будем прибавлять какие-то области, при нажатом альте вычитать их. Как еще можно сделать выделение сложного объекта, но с достаточно высокой контрастностью? Здесь вот, например, такой способ. Выделили объект, скопируем его на новый слой, а на новом слое поиграемся. Поскольку он у нас черный, то можно из него сделать некий такой битмап. Изображение, корреляция, порог. Здесь вот можно настроить чувствительность перехода в битмап изображения. Если нам нужно какие-то места добавить, подкорректировать, мы это можем сделать. Опять же, с помощью карандаша, чтобы у нас выделение было тем же цветом, чтобы выделение было четким. Фонный цвет. Ну, в данном случае это как пример к творческому подходу. Затем с помощью той же самой волшебной палочки с минимальной чувствительностью можно выделить, выключив галочку смежные пиксели, можно выделить все белые области, банально их удалить. Останутся только черные. Выделить все. Вот. Если мы включаем выделить весь слой, Ctrl-A, горячая клавиша. Вот, видно, да, что выделился весь слой. И выбираем инструмент перемещения. Стрелочку вверх, стрелочку вниз. Объект у нас остался на том же месте, но объект выделился. Ну, можно было бы другими методами воспользоваться. Ну, есть и такой способ. Вот, а теперь это выделение мы можем уже позиционировать на наш слой и дальше с ним работать. Какие есть способы работы с выделением? Активизируем какой-нибудь из инструментов выделения. Контекстное меню правой кнопкой мыши. Выделенному объекту доступна такая опция, как свободное трансформирование. Горячая клавиша Ctrl-T. Прямо в слое мы можем наш объект подвергнуть какой-то трансформации. Это может быть по Ctrl-T это простая трансформация. Вот. Также можно воспользоваться меню трансформирования и выбрать здесь любой из режимов трансформирования, который нам нравится. Вплоть даже зеркальный переворот по горизонтали или вертикали.
деформация. В общем, любой. И видите, это можно прям делать прям на слое. Но не всегда это бывает, трансформацией не всегда может быть правильно и удобно заниматься именно на текущем слое, а предварительно лучше скопировать объект на новый слой и там уже его трансформировать так, как нам нужно. А, к примеру, чтобы оно не пересекалось с изображением на исходном слое, мы его заретушируем, допустим, фоновым цветом. Ну, в данном случае фоновый цвет у нас. Ну, вот такой вот прием. Сразу покажу, чтобы не быть голословным для наглядности. Скопируем изображение на новый слой, чтобы не мешало, отключим. А здесь просто заретушируем. Хотя мы еще не рассматривали инструменты ретуши, но тем не менее. Можно взять, например, такой. Пока область для ретуши небольшая, скажем так, фонового пока у нас мало фона, а много объекта, лучше пользоваться штампиком, старым добрым штампиком. Теперь, когда стало побольше фонового цвета, можно воспользоваться более совершенными, более современными инструментами. Вот видите почему? Потому что данному инструменту важно вот, то есть убрали с предыдущего слоя. Вот, а здесь, допустим, сделаем зеркальное отображение. Вот, пожалуйста. Вот такая вот красота получилась. Вот, возвращаемся обратно. Выделяем. Какой-нибудь из инструментов выделения активируем. И что еще нам предлагает, что можно еще сделать с выделением? Из выделения можно образовать рабочий контур. Вот такой вот контур у нас получился. Контуры сохраняются во вкладке контуры. Задается ему имя по умолчанию, которое нужно изменить. Для чего? Потому что вновь созданные контуры будут создаваться с этим же именем рабочий контур. Если его не изменить, он будет просто затирать наш предыдущий контур. Итак, меняем имя. Чтобы убрать эту красоту с экрана, чтобы она не была нам видна, не мешала дальнейшей работе, просто кликнуть мышкой на свободную зону. Если нам снова контур понадобился, то активируем его. Есть специальные инструменты с контурами, для работы с контурами. Чуть попозже мы к ним перейдем. Итак, у нас есть контур. Что можно с ним сделать? Ну, во-первых, его можно сохранить и вернуться тогда, когда нужно. Правой кнопкой мышки нажимаем на контур, появляется контекстное меню, и прежде всего выделить область. Данный инструмент, так же как и с любыми выделениями, позволяет работать, то есть новую область, добавить, вычесть и так далее. Все, мы к выделению вернулись. Бывает удобно контура сохранять, периодически с ними работать. Вот, активируем контур и плавно переходим к инструментам работы с контурами. В Photoshop внедрен достаточно мощный инструмент работы с контурами. Конечно, он уступает по мощности тем инструментам, которые имеются в иллюстраторе, но тем не менее инструменты очень неплохие, очень интересные.
С вами был Эксперт Пресс. Не забывайте подписываться на наш канал. Вас ждет много очень интересных видео, часть из которых уже записана и смонтажирована, и которые будут регулярно публиковаться. Включайте колокольчик, ставьте лайки. Всем спасибо, хорошего настроения и пока.